Здравствуйте. В прошлом видео я показывала, как вязать толстую подошву двойную крючком. Вот вязала крючком 3,5 и добавляла шнурок. Значит, в этом видео я вам расскажу, как я обвязываю подошву и как начинаю вязать начало слитка. Вяжу я его от мыса к пятке. Вот такой узор. Значит, вот этот бант вы уже, наверное, в интернете видели. Но я вам еще дам схему на него. Вот. А здесь я связала два бантика. Я их перерисовала, подогнала под свой размер, под свою ширину. Взяла вот именно эту часть. Один связала маленький, а один связала пошире. И вот стоял выбор, какой бантик нам оставить. Схемы на все бантики я вам дам. Делайте скриншоты, берите, вяжите. Дальше я уже не стала вязать. Я надеюсь, что пятку-то все уже умеют вязать. Вот. А как я вязала начало, сейчас я вам примерно покажу. Ну, вот так получается вот это. Вот такой следок. Я, конечно, не закончила его. И вот стоял выбор. Либо маленький такой бантик взять, либо вот такой побольше. Значит, мы остановились вот на этом. Ну, а вы уже выбираете. Итак, закончила я вязать подошву на 36 размер. Итак, закончила я вязать подошву на 36 размер. Вот у меня последняя петля. Шнурок я уже отрезала. И дальше я буду обвязывать по всей подошве столбиками без накида. Причем хорошо уводится крючок между рядами. Вот сюда сначала провязываем вот так. И еще один. Это мы пошли на скругление, чтобы не углом было, а скруглялось. И дальше между рядами один, два, один, два. То есть я обвязываю нитью того же цвета, чтоб не выделялось. Вот. И так обвязываю, по крайней мере, я двумя столбиками без накида. Здесь на мысе тоже по 2 столбика без накида. Точно так же здесь. И сюда уходим. В прошлом видео
я вам показывала, как я начинаю вязать подошву. То есть я набирала 7 воздушных петель и провязывала 6 столбиков без накида. Когда мы провязываем 6 столбиков без накида, то отверстий у нас получается только 5. 1, 2, 3, 4, 5. Это мыс. Вот, пятка это мыс. И вот сюда 2 столбика провязала без накида. Сюда тоже 2. 1, 2. Это уже 2 отверстия задействовано. 1, 2. Это уже 3 отверстия. 1, 2. Это уже 4. И еще одну. 1, 2. Это 5. Поэтому вы не пугайтесь. Если вы набирали какое-то количество воздушек, то столбиков у вас будет на 1 меньше. А уже отверстие будет еще на 1 меньше. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Так что этого не бойтесь. И дальше опять, по крайней мере у меня, по 2 столбика без накида между рядами. Вот, и тогда не стягивает, не фалдит ничего. Ну, посмотрите, в зависимости от того, какой пряжи вы вязали по толщине, каким крючком. Может быть, у вас добавка была большая. У меня есть добавка. Вот такая добавка у меня есть. Естественно, подошва будет толще. Вот, вообще толстая подошва. Это я вяжу на 42 размер. Уже ощутимо. Хотя нитка основная та же самая. Вот. И здесь разбег может быть больше. Может быть, вам придется не по 2 столбика вязать, а по 3. В общем, это вам нужно смотреть. Все, дальше обвязываем вниз пятку. Пятку обвязываю тоже 2 столбиками без накида, точно так же, как и здесь. Ну вот, обвязала я всю подошву. Вот, нитку отрезала в пятке. И здесь у меня мыс. И вот с мыса я начну вязать. Мой совет вам. Обязательно пересчитайте петли после обвязки. Вот у меня мыс. Вот до широкой части. Какое-то количество. И здесь должно быть то же самое количество петель. Посчитайте теперь до пятки какое-то количество у вас петель. И должно быть равно тоже с другой стороны. Иначе, когда вы будете вязать верхнюю часть, у вас петли собьются. Вот, обязательно это проверьте. Буду вязать тунисским крючком и точно такого же номера, то есть 3,5 миллиметра. Одинаковые.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, набрала 7 петель и закрываем. Теперь первую петлю не трогаю, а во вторую вывязываю, во второй тунисский столбик вывязываю 2 тунисских столбика. Далее по одному. В предпоследнюю петлю тоже вывязываю 2. Сюда 1. И соединяю вот сюда в угол. И провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот сюда 11. То есть мы прибавляем по одному столбику с боков и по одному столбику еще здесь. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы полотно шло ровно на 2 сантиметра. То есть на высоту пальцев. Ну, поскольку я вяжу, это детская колодка, она маленькая, я вяжу на взрослого 2 сантиметра. Вот мы 2 сантиметра должны провязать ровным полотном. Опять 1. Эту провязываем петлю. Сюда вывязываем 1. И сюда же 2. Дальше по одному. В предпоследний вывязываем 2. 1. И сюда же 2. И последний тунисский столбик. И в следующую петлю. И провязываем 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Следующую петлю 15. Вот. Видите? Ровным идет полотном. Так, смотрим. Еще один ряд нужно связать. Значит, свяжите еще один ряд. И дальше я вам буду показывать. Ну вот, провязала я 2 сантиметра, то есть еще один ряд. Вот 4 ряда у меня получилось. 1, 2, 3, 4. И 19 столбиков. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот, дальше вяжем. Уже вот здесь не прибавляем. До расширения вяжем. Ну, давайте я вам покажу, чтобы было более понятно. Так, 1, 2. Вот здесь не теряйте. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, вот он, 19. А теперь одну петлю пропускаем, под следующую вяжем. И закрываем. С этой стороны тоже одну петлю пропускаем, под следующую будем вязать. Вот таким образом. Оно тут подтянется. Все, дальше у вас пойдет уже на скругление. И вы так вяжете, увеличиваете. Значит, в следующую вы провязываете вот 1, 2, 3. Эту петлю не трогаете, пропускаете, вяжете в следующую. То есть провязываете 3 петли, 1, 2, 3. Эту пропускаем, 1, 2, 3. Дальше уже точно так же через 3. То есть 1, 2, 3. Одну пропускаем, 1, 2, 3. Одну пропускаем, 1, 2, 3. Значит, вязать я дальше с вами не буду. Я вам рассказала все. Вот такой узор я сделала. Вот бантик. Связала бант большой. А сюда по бокам я связала только вот эту часть.
Причем связала этот узенький, а этот пошире. Просто для того, чтобы мне сравнить и что выбрать, что вязать. Значит, я остановилась вот на маленьком. Но вам решать. Если вы надумаете вязать именно такой узор, вот я вам даю схему. Вот, делаете скриншот или перерисовываете. Вот схема основного узора. Это вот эта схема. Дальше. Вот маленький бантик, вот этот. Вот он. Вот маленький бантик. Пожалуйста, делайте скриншот, перерисовывайте. А это средний бант. Вот это. Это вот этот. Можете перерисовать его или сделать скриншот. Ну и все. А после того, как вы закончите вязать, уже пятку вы все знаете, как вязать, соединяете тут, ну ничего сложного. Обвязку делаете уже сами. Какую выберете. Значит, на 36 размер у меня узор, вот основной этот, в 7 ряду начинался. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 ряду я начала уже вязать узор. После основного узора у меня 1, 2, 3, 4, 5. В 6 ряду начинаю вязать этот узор. Вот все я вам рассказала. Дерзайте, вяжите. Я уверена, что у вас тоже получится. Очень симпатичный узор. И симпатичный тапочек или следок. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.